Что думает о вас загаданный человек? Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. И сегодня я приглашаю вас на общий расклад Таро, гадание на Таро для мужчин и женщин, а также гадание на рунах для мужчин и женщин, на мысли загаданного человека о вас. Ну, естественно, мы посмотрим не только мысли, но все, что выйдет из общего потока. Расклад Таро и руны сегодня будут взаимодействовать в паре. По традиции мы начнем с того, что перемешаем руны. И, конечно же, начнем с того, что посмотрим, что у вас за ситуация в отношениях на здесь и сейчас, кто пришел на расклад. Настройтесь на себя, на своего мужчину, на свою партнершу, женщину. И попробуйте сконцентрироваться на самых важных моментах, которые вам актуальны сегодня, сравнить с тем, что подсвечивают карты Таро и руны. Напоминаю, что руны обычно больше говорят об энергетиках или об энергиях, которые будут играть какую-то ключевую роль по тому или иному вопросу в тех или иных обстоятельствах, во всяком случае в раскладе, а вы будете смотреть уже, как это переплетается с вашими отношениями в вашей личной жизни. Итак, начнем с того, что посмотрим, кто пришел на расклад и с чем вы пришли на расклад. Кто пришел на расклад и с чем пришел на расклад? Кто пришел и с чем пришел? Кто пришел и с чем пришел? Давайте смотреть, друзья. Ух ты, на раскладе пара. Сегодня мужчина и женщина. Я не знаю, это может быть пара в том виде, которая там ваша пара, да? Но это любящие, то есть любящие и считающие друг друга половинкой. Как минимум здесь или очень тесная дружба, и вы действительно считаете, что нашли свою половинку, либо вы знаете, что вы любите и вас любят. Если вы не понимаете, любите или нет, тут как минимум вы на это надеетесь, и как минимум точно прикосновение ваших рук на фоне какої-то брусчатки, бруківки, да? Можливо, філіжанки кави вже було, да? Якось так. То есть, чувства вы испытываете друг к другу. Может быть, это было первое знакомство даже, да, и может быть, это первое прикосновение. Это же все-таки первая карта, поэтому это первое знакомство и прикосновение действительно могло уже состояться. Ага. И смотрите как. Или расстались, или отдалились, или сделали первое прикосновение, и ваш партнер, вообще обычно по этой карте мужчина отдаляется, но может быть вы как женщина решили, как представительница слабого пола, да, или прекрасного, давайте так, слабого не очень, а вот прекрасного пола отдалиться, да, то есть прикоснулись, отдалились, или было все хорошо и отдалились, да. И смотрите, двойка чаш и восьмерка чаш. Все по чашам, как-то на эмоциях, все с чувствами произошло. Не знаю, может быть, призраки прошлого как-то преследуют. Все-таки две карты к прошлому относятся эти. Преследуют вас как партнершу, да. Может быть, действительно там у партнера такое, да, вот призраки прошлого. Окей, интересно, интересно. Давайте дальше. Так, значит, было прикосновение и отдаление. Или было все очень хорошо, и начинаете вы расходиться, да, почему-то. Так, семерка чаш. Сейчас каждый из вас пребывает в своей иллюзии. Вы что-то мечтаете, сочиняете. Он что-то мечтает, сочиняет. То есть ни вы, ни он понятия не имеете, что происходит. Учитывая то, что все по чашам, все на эмоциях произошло. Просто вот какой-то эмоциональный разрыв. Причем каждый сам себе нафантазировал столько, что чуть ли не дьявола друг друга вы воплотили в реальность. Да, слышите? Дьявола воплоти.
чуть ли не воплотили в реальность. 7,8 дьявол туда у нас. А отдаление у вас точно есть. Смотрите, 2, 8, 7. То есть это уже на расстоянии вы находитесь на неком, да, один от другого. Ну окей, смотрим дальше. Да, теперь у вас какой-то прямо, смотрите, очень сложный расклад. Ни одного старшего аркана, обращаю внимание. Вы зашли в оппозицию. Ну, здесь опять женщина в оппозиции, да, вроде бы как. Ну, это больше такая, как бы женская колода с женскими энергиями. Но, тем не менее, неважно кто, но вот или вы, или он в оппозиции находитесь, не подпускаете к себе, не хотите разговаривать, или он не хочет, да, заблочил, забанил. Не хочет отвечать, а было все классно, и теперь реально непонятно, что за дьявол происходит, да, какого, как говорится, дьявола, или какого, як кажуть, якого біса так сталося, да, ну вот так такое. Или просто у вас, когда вы вблизи с этим партнером, у вас вроде бы неплохо, но только отдаляетесь, да, уходите, у вас начинаются какие-то проблемы. То есть есть такая ситуация, когда люди вместе ок, на дистанции у них начинается какая-то конфронтация, да. Может быть ревности, даже вот женщина может здесь ревновать, может и мужчина ревновать. Тут уже смотрите, с какой стороны вы смотрите все-таки общий расклад, и я даю общую ситуацию, чтобы вы пристреливались, как говорится. Окей, ну что еще давайте смотреть. Но смотрите, ни одного старшего аркана, я вам скажу так, что бы ни происходило у вас, ситуация может развернуться в любую сторону, но тенденция у вас к ухудшению, это раз, пока что, ну, на здесь и сейчас. Причины какие? Очень много фантазий, большая дистанция, судьба влияет на это, то есть, ну, не все зависит от вас действительно. Есть ревность какая-то, и есть действительно закрытость, и есть как минимум падение духа, да, вот некий такой пробой, да, как говорится. И, ну, один из партнеров, как минимум один из партнеров считает, что он не вывозит, слышите, не вывозит эту ситуацию, то есть ему не хватает сил, не хватает именно сил, он не верит, то есть он закрылся, да, вот по вот этой карте. Почему? Потому что вот как минимум не видит какой-то перспективы, не хватает ему ресурса, не хватает силы, понимаете, вот в таком аспекте идет пока что. Окей, теперь давайте мы с вами посмотрим, действительно ли это была любовь. Да, вот первая карта, которую я хочу посмотреть. Первая карта. Действительно ли это была любовь? Давайте спросим, да? Действительно ли это была любовь? Да, здесь были элементы энергии любви. Да, это действительно была любовь, и это была вот такая вспышка прямо, да? Вспышка. То есть это влюбленность такая яркая, как свеча. Но вот со свечей проблема какая? Она прогорает быстро, да, она не регулируется, свеча, да, вот выше, это же не лампа, да, какая-нибудь там Аладдина, да, которая регулируется, и вы там можете отрегулировать температуру горения, яркость, скорость и так далее, да. Да, это была вспышка любви, вспышка озарения какое-то, даже прозрение. Вы почувствовали эту любовь, каждый, впустили ее в себя. Может быть, испугались. Да, может быть. Но я вам так скажу, семерка и пятерка здесь висящие, да, 12-й аркан. Тут такое, вот это то, что вспыхнуло внутри вас, оно еще внутри вас живет, оно никуда не делось. Понимаете? И оно вас просто так, как говорится, не отпустит. Да? Не эта карта, не вот эта. Это болезненная карта, а это как бы карта, ну, условно говоря, неких ограждений, да. Давайте посмотрим, а что по энергетикам? Какова энергетика была у этих чувств? Вот вы видите сейчас прямо все руны, да, которые я выложил, они все здесь. Давайте вот они перемешаны и посмотрим. Руны у нас работают в прямом и перевернутом положении, естественно. Что это была за любовь такая? Что за вспышка? Да, вот что за энергия была внутри вас? О, руна Урус. Действительно, вот эта вот энергия и вот это одна и та же ярь. То есть это страсть,
это могла быть настоящая любовь, но она дикая. То есть у вас так сильно, вот у вас была не вспышка даже, а термоядерная реакция. То есть вы прямо вспыхнули и прогорели за очень короткий промежуток времени. Да, то есть давайте как Бигфордов или Бигфордов шнур, да, вот этот, который быстро прогорает и потом динамит взрывается, да. То есть это действительно было очень яркое, сильное, дикое чувство. Ну, это называется вообще в этой комбинации, это страсть, естественно. Туз жезлов, кстати, это сексуальность, может быть, это был прямо вот такой вот, я кажу украинскую, карколомный секс, да, а может быть просто это вот такое чувство, которое пронзило насквозь, и вы теперь вот как раненая птица или раненый зверь, вот в зависимости от того, как вы себя чувствуете, да, ходите со стрелой в сердце, именно в сердце это будет, да, вот такой Купидон плюс все энергии, которые могли прожечь ваше сердце. Давайте сразу же причины отдаления зайдем, как говорится, с козырей. Почему вы отдалились? Ну, тут можете смотреть, почему она ушла или почему он ушел, да, ну, а я буду смотреть причину отдаления. Паж Пентаклей, ну, это больше, конечно же, инфантильность. Это неверие в себя. Где-то здесь оно рядом, но здесь больше не то, что неверие, здесь не вывозит, да, это физическое какое-то бессилие. Инфантильность, то есть незрелость. Ваши отношения, да, они не вызрели еще. То есть они развивались так интенсивно, так ярко по вот этой руне, да, но как минимум один из партнеров был не готов. Может ли быть здесь разница в возрасте, ну, как бы виною, да, ну, или причастна к этому, да, безусловно, это карта юноши или девушки, да, человека, который явно не готов. Давайте еще посмотрим, какая энергия управляла этой неготовностью, да, незрелостью. То есть причина отдаления – незрелость или самих отношений, или партнера. Слышите, да? Ну, больше, конечно же, самого партнера здесь или партнерши, но может быть и время еще, да, потому что времени было немного на самом деле. Давайте вот это вот посмотрим. А здесь от вас это не зависело. Здесь руна Одина, судьба или пустота, или начало и конец. Давайте так скажем, какая энергия руководила этой незрелостью? Ну вот так случилось. То есть вы ничего с этим поделать не могли. То, что эта руна вторая падает, это ну как будто бы и знак вам с одной стороны, а с другой стороны она вторая падает, она могла и первой, да, уже идти, ну то есть она в числе первых. Это говорит о том, что вообще у вас это началось и закончилось не по вашей как бы вине, или вы этим не управляете. И вообще это судьбоносный расклад, поэтому дослушайте обязательно до конца, он для вас важен, этот расклад. То есть еще что-то откроется. И оно сейчас не вызрело, и есть куда зреть, и есть куда развиваться. И учитывая то, что старших арканов до сих пор нет, а пустая руна или руна Одина падает в начале и много энергии, то, знаете как, у любой ядерной реакции, да, быстрое проистекание, но потом период распада, полураспада радиоактивных веществ, он достаточно долгий. Поэтому эти отношения могут быть еще и долгими. Угу, услышали. Хорошо, друзья, давайте теперь расшифруем фантазии вашего партнера прямо сейчас. Вот о чем он фантазирует, ваш мужчина, женщина. О чем он фантазирует? О чем фантазирует он прямо сейчас? А здесь, смотрите, та самая перспектива, о которой я говорил. Он мечтает о перспективе и как будто бы накапливает силу, ищет в себе ресурс. Это очень такая ресурсная карта. Это карта и здоровья, это карта и денег, это карта будущего, это карта семьи, это карта насыщения, да, всегда укрепления. Но он мечтает о семье. Мечтает этот человек о семье. Давайте посмотрим все-таки руны, как они поворачивают. И видите, у меня колода упала на вот эту руну, и я на ней остановил свой взгляд.
Смотрите, для него семья – это удар. И он может мечтать о семье, но он не готов к этой семье. Может быть, у него с семьей все не так хорошо было в прошлом. Прямо сейчас для него семья, прямо сейчас это зона, где мы смотрим, это зона здесь и сейчас. И прямо сейчас для него семья является ударом. И если вы вот в тот период времени, когда бурлили ваши страсти, вдруг заикнулись о детях, о семье, о доме, о будущем, это, для этого человека это был удар. Почему? Во-первых, не готов, инфантилен, и есть какие-то, может быть, семейные моменты, которые для него являются болезненными. То есть формат семьи для него на здесь и сейчас, как бы он о ней ни мечтал и в какой бы он иллюзии ни находился, для него это удар. Имейте это в виду. Может быть, он только пережил распад семьи или уход члена семьи, да, ну, может быть, там кто-то из родственников ушел из семьи, да, в мир иной, да, или просто ушел. И теперь этот человек, мечтая о семье, фантазируя о семье даже, да, вот так вот, испытывает боль. Боль и даже холод, озноб какой-то, да, всегда это руна и про боль, и про холод, и даже, может быть, и плачет, потому что это и лед, и вода, и град, и эмоция, и страдания, все вот такое. Хорошо, давайте теперь смотреть. Действительно раскрывать еще раз причины того, что он закрывается. Причины его закрытия. Как мы будем перепроверять некие моменты, почему закрылся. Ну, смотрите, во-первых, выпадает первый старший аркан «Выход». Человек действительно ищет выход из ситуации. То есть он понятия не имеет, в какой он реальности находится, в каком он измерении находится. Это раз. Во-вторых, он ищет какую-то связь прошлого, настоящего и будущего. В прошлом у него, возможно, боль. Сейчас у него точно боль. А в будущем он не понимает, как быть. То есть он не готов к будущему. Обычно эта карта не только о путешествии или о каком-то рождении. Она еще о каком-то измерении. Поэтому он не представляет, что будет дальше. Он не готов к реальности. Он может только фантазировать, мечтать, что-то представлять. Да, вот именно иллюзии создавать. Но создавать материальное он не может пока что, к сожалению, этот человек здесь. И он закрылся, потому что он действительно должен видеть этот выход. Хотя бы в какой-то утвердившейся своей иллюзии. Но чем больше он фантазирует, тем больше ему больно. Такое бывает. Кстати, это на уровне психики, психологии, да, вот там оно прорабатывается. Это что-то из прошлого у него срабатывает, какой-то триггер, да. И, по сути, этот человек сопротивляется будущему. Да, вот. Такое часто бывает. Хорошо, давайте посмотрим, какая энергия может быть движет ним вперед, а может быть наоборот закрывает его в себе. То есть у него есть некий внутренний конфликт между движением вперед, выходом из ситуации, и наоборот стоянием на месте, да, вот, даже где-то может быть всем врагам назло, как говорится, да. То есть какая энергия движет им вперед или его останавливает. Давайте вот эту. Вот эта руна, она о результате больше. И, во-первых, он может быть, и ее как ни крути, она, видите, и она очень близка к вот этой карте, кстати, она и на предпредпоследняя, третья с конца эта руна, Ингвар. Она... Вот какая энергия? Она не, вообще эта руна хорошая, это руна результата, и это руна достижения цели в конечной цели. Но он еще не понимает, что есть
цели, да, вот какие он себе представляет, а есть цели намного большие, то есть он себя реально недооценивает, этот человек. То есть это энергия какая? Энергия самооценки. То есть он не считает себя настолько сильным, чтобы достичь чего-то определенного, а может он на самом деле достигать намного больше. Еще намного больше. То есть он настолько не верит в себя, что использует себя, условно говоря, там, ну давайте скажем, на 10%, а может быть даже и на 1%. Да? То есть он, как бы закрываясь в себе, блокирует свои энергии. Еще раз, это очень хорошая руна. И это очень хорошая карта. Но эта карта, вот эта карта говорит, что надо выйти за пределы этой руны. А эта руна говорит о том, что ты достиг, и ты можешь застрять здесь. А он именно этим и занимается. То есть он чего-то достиг, что-то получил, какой-то опыт. А дальше этот опыт развивать он не готов, потому что почему он не верит в себя. Понимаете, да? И давайте вот мы подходим к самому болезненному. Истинная причина его боли, страдания, разочарования в жизни, неверие в себя и так далее. Вот. Проверяем самую плохую карту. Истинная причина его упаднического настроения. Да, вот сегодня какой-то минорный расклад такой, да. Ну, для чего-то ж он есть, да. Вот напишите, пока я перетасовываю карты, поставьте на паузу, пожалуйста. Напишите, как вы считаете, почему сегодня такой минорный расклад? И как он перекликается с вашей ситуацией, с вашим настроением, с вашим партнером. Ну, то ли у меня такое ощущение, что он не отпустил какого-то человека, не отпустил, не может найти компромисс с собой, с тем, кто ушел из его жизни, это раз. Может быть, испугался того, что почувствовал родственную душу у вас, это тоже может быть, потому что, я вам так скажу, часто, когда человек чувствует родственную душу, он не понимает, что это такое. И есть люди, которые там на 7-м небе от счастья, оба в паре, да, а есть такие, что пугаются и закрываются в себе, уходят в себя и начинают там заниматься самокопанием. Что это я почувствовал? А почему так? А почему у меня там холодок по спине? Или где-то там в сердце? Или в ноге? Там, или еще в каком-то там месте, да, таком интересном. То есть, смотрите, истинная причина его боли, страдания, его вот этого вот состояния, в котором он окунулся, да, в которое он макнулся, давайте так скажем, или застрял, потому что это болотное состояние, говорит о том, что он не понимает, что происходит в его душе. Не понимает он это. Для него это чувство первинное, да, первичное, впервые. Оно очень глубинное, да, глубинное. И он, может быть, еще действительно страдает и кого-то не может отпустить из прошлого, какую-то душу. Может быть, чувствует, что встретил вас как родственную душу, но при этом не готов к этому. То есть он принять не может. Видите? Вот он защищается. Окей, хорошо. Уже 2 старших аркана, это уже немножко больше картины. Пока что я вижу связь миров и связь родственных душ. И я могу смело здесь по этому раскладу предположить, что вы родственные души. Хорошо, а какая энергия здесь, в этих родственных душах? И я теперь смотрю 2 родственные души. Мы начинали с пары. И при первом прикосновении, возможно, вы почувствовали, что это родственная душа. И, соответственно, здесь пара. Это всегда 2 стакана, да? 2 чаши. Давайте вот эту вот руночку. Вот она лежит. Что за энергия у ваших душ в этой паре? Прекрасно.
Во-первых, это энергия роста, и в ваших отношениях еще может быть рост, поэтому не спешите, если вы чувствуете, что этот расклад про вас, и вот то, что я уже сказал, оно вам резонирует, пока что не спешите бросать эти отношения. Ну, вы как партнерша, потому что партнер может пребывать в разных состояниях энергетических, психоэмоциональных, и вам важно чувствовать этого человека. Это Скорпион, он закрылся в себе. У этого человека могут быть, как у мужчины, так и у женщины, проблемы с матерью в том числе. С матерью. И это души материнской любви, материнской заботы, женского искусства. Искусство роста, и эти отношения могут произрасти, даже, знаете, как из бетона вырастают деревья или через асфальт пробивается росток зеленый, да, одуванчик, кульбаба, да, или, ну, может быть, какая-то трава, пусть пырей пробивается через асфальт. Поэтому энергия у этих родственных душ, энергия роста. Выпала беркана растущая. Так бы было бы плохо все, а вот так у вас еще не все так плохо, как вам кажется на самом деле. Хорошо. Давайте тогда посмотрим следующий уровень. Спустимся на уровень ниже. Какие чувства еще? Посмотрим. Все-таки это туз свечей, а это чувство. Какие чувства в нем присутствуют по отношению к вам прямо сейчас? Какие чувства в нем присутствуют по отношению к вам прямо сейчас? Тоскует за вами. Тоскует, скучает, переживает. Действительно. Да, он закрытый, да. Он закрытый. Да, ему больно тому, да, он испугался, может не понимать, что с ним происходит. Тут испугаться могла как женщина, так и мужчина. Мужчина то же самое. Сожалеет о том, что происходит. И знаете, может быть, даже и не то, что тоскует, может быть, даже и, ну, это рядом карта с чувством вины, может даже и винить себя за то. Вас он не винит. А вот себя, то есть в своих чувствах он переживает, тонет в своих чувствах, захлебывается в своих чувствах. Ну, в таком, в миноре давайте, ну, мягко говоря, в соплях, да, вот так вот. Ну, в миноре, в таком преддепрессивном состоянии. Давайте не будем прям накалять страсти такие. Ну, до депрессии там, конечно, далеко еще, 5 чаш. Ну, вместе с 9 был бы идеальный шторм. 9 мечей. Хорошо, давайте посмотрим. Все-таки какая энергия его чувств и насколько вот сильно он по вам вот это вот скучает, тоскует и топит себя в эмоции. Давайте вот так. Эта руна, она и о хорошем, и о плохом, и о связи с темных и светлых сил. Она граничит со светлыми и темными мирами и является, ну, отмычкой темных и светлых миров. Поэтому насколько сильно? То очень сильно, то никак. То ему очень плохо, то он выходит из себя. То есть он, как бы, знаете, как йо-йо, вверх-вниз, да? Ну, давайте скажем, учитывая эту комбинацию, это достаточно сильно его штормит, и он, естественно, выходит. У него есть, как бы говорится, окно состояния адекватности. Но очень часто его накрывает так, что человек прямо не знает, как себя чувствовать в этой реальности. Да? То есть он настолько углубляется в свою иллюзию, что для него эта реальность, она нереальна становится. Да? То есть он не может отличить дня от ночи. И этим, вот, есть то, что он не может отличить дня от ночи, вот симптомами будет то, что он вам может написать средь ночи, да? Или написать сообщение, а потом стереть его. Или написать, или там позвонить и потом говорить, а я тебе не писал, не звонил. Понимаете, вот в таком состоянии может пребывать ваш партнер. Ну окей. Хорошо.
из того, что я чувствую, из этого потока. Хочет ли он вернуться сейчас? Давайте. Хочет ли он вернуться? Хочет ли он вернуться, сблизиться, дать вам новый шанс? Хочет ли он вернуться, сблизиться и дать вам новый шанс? Да, ищет в себе силы. Да, это у него, оно растет, произрастает, как семя внутри него, как пентакль – это семя всегда, помните об этом. Он ищет в себе силы, он выжидает, он хочет быть сильным, предстать перед тобой как партнер, который что-то может показать, что-то может дать, что-то может явить, да, вот, представить нечто большее, чем он является для тебя сейчас. И смотрите, здесь идет скачок между пажом, ребенком, по сути, да, и мужчиной. А юноши, как рыцаря, здесь нету. Или, юноша, да, ребенок, подросток, да, подросток, ребенок, юноша и зрелый человек. И вот хочет ли он? Да, хотел бы, но нету сил, и вот на это все может уйти очень много времени. Я вас вот еще раз хочу предупредить, что ваша история, она вот надолго здесь, десятка пентаклей. Поэтому тут вам уже нужно понимать, располагаете ли вы тем самым драгоценным ресурсом под названием время, чтобы играть эту пьесу, да, или играть этот спектакль, как говорится, да, но вот все равно в нашей жизни это игра, да, мы в ней актеры и играем разные роли на разных сценах всегда. Давайте посмотрим, насколько этот телец неподвижен, да, насколько он динамичен, насколько может затянуться вот это вызревание его, вот этот рост, где его штормит и кидает в разные стороны. Ой, надолго, друзья. Турисас перевернутый – это еще, как говорится, ковать и ковать. Открывать ему себя и открывать, да, вот здесь отмычка, вот здесь двери, вот это закрытые двери. И, это тоже проход, кстати, это шип, то есть, знаете как, этот человек, скорее всего, вот если взять вас как родственные души, он еще молод, это молодая душа. Вы, скорее всего, душа уже зрелая. Может быть, даже как бы перезрелая душа в плане того, что вы проживаете последние эманации или последние циклы в земном проявлении. Дальше вы пойдете по ступеням вверх духовного роста. А у него он подзастрял еще в материальном. Видите, пажи все проявляются на уровне материи. И у него, видите, новый цикл. Да, свежий цикл на него падает. То есть у него как бы время есть. А у вас может быть уже, как у души, более зрелой, времени нету. То есть вот то, что он вызревать будет долго, болезненно, с шипами. И, знаете, как любые шипы на розе, да, они рано или поздно приводят к кровавым таким уколам, да, то есть это будет болезненно и для вас, и для него. Но здесь вот эта комбинация, она, к сожалению, как предупреждение. Попробуйте нанести себе на запястье руну Турисас в прямом положении, вот так, вот таким вот образом. Если она у вас будет давать вам тепло, то может быть, это будет ускорять процесс, но она выпала перевернутая. То есть этот человек, партнер, мужчина больше все-таки, он очень медленный, да, вот его развитие, оно замедленное, не в плане там интеллектуального, нет, он, в отношениях я имею в виду, поняли, да? Окей, давайте спросим, коли ж тут такой сильный блок у него, да, и здесь есть семья, реально ли семья с этим человеком, реально ли она вообще? Или насколько она реальна? Насколько реально построить семью с этим человеком? Вот прямо так вопрос зададим. Поэтому настройтесь на своего партнера или женщину, или мужчину. Представьте себе, да?
семью. И вот вам сейчас скажут карты и руны. Ну, в принципе, 6 свечей это реально, но знаете как, нужна ли вам эта борьба? А нужна ли вам эта борьба? И этот вопрос я хочу спросить у рун. А нужна ли вам эта борьба? Давайте немножечко еще перемешаем вот так. А нужно ли вам это? Или какая энергия? Да, вот давайте вот так, да, или какая энергия, или что, что руны скажут, а получится ли, да, вот, потому что это успех. Вообще это карта успеха. Но при прикладывании каких-то усилий, то есть добиться усилий. Ведь этот гуру, мастер, да, он же собрал вокруг себя своих поклонников благодаря тем самым частотам, на которых он звучит как чаша. То есть его слышат люди. Вот долго ли будет происходить сонастройка ваших душ как частот, да, вот, как приемник и передатчик, да? Долго ли это будет происходить? Но тут результат. Слушайте, я вам так скажу. Что бы вы сейчас себе не думали, в каком бы вы состоянии ни находились, но карта Таро и руна говорит реально с этим человеком создать семью. Результат может быть достигнут. Нужно ли вам это делать? Скорее всего, да. Тут видите прямо Ера. Она состоит из 2 рун Кана. И прямо оно как идет переплетение пути. И для чего-то вы пришли на этот расклад. Можете поставить на паузу и напишите, что сейчас чувствуете, для чего вы здесь. И когда я вам говорю, что семья с этим человеком вполне возможно, напишите мне, как это вы видите. Окей, пусть будет. Для чего-то ж она тут есть, да, выпала, что можно. Давайте вот мир это всегда выход. И где-то немножко по подсказкам пройдемся, потому что мысли, чувства мы уже немножко задели, да, вот так вот состояние. А здесь я немножко как анализ хочу провести. Давайте посмотрим, какой путь для вас, как для семьи, да, может быть. Вот как бы подсказка пути, что может открыть вам дороги или каким путем идти в эту семью. Понимаете, да, вот эту карту проверяем. Тут прям дорога, прям. Ну, я вам так скажу, карты советуют вам вообще брать и с ним ехать в путешествие, прямо в наглую ему говорить. Или ей говорить. Давай поедем куда-то, переедем куда-то, поедем вместе работать, поедем попутешествуем, поедем отдохнем, просто поедем на автомобиле, на лошадях покатаемся. То есть вам нужно движение с этим человеком. То есть путь к вашей семье начинается с первого шага, с первой мили, с первого дня, с первого километра. И пусть он сейчас закрылся в себе, берите, звоните, набирайте, пинайте его, заправляйте его своей энергией Пегаса. Или, ну давайте, крылатой кобылицы, да. Ну, Пегас для мужчины, кобылица, Пегас. Ну, для женщины. Если сейчас выпадет еще и руна Эвас, да, крылатый конь, ну, то это вообще будет просто. Ну, давайте вот эту руну. Здесь почти Эвас, но здесь Манас. Суть пути, да, вот что приведет вас к семье, это личность. Давать друг другу быть свободной личностью и давать друг другу развиваться тем путем, как каждый видит. То есть вам нужно сейчас дать свободу и себе, и ему. И себе как партнеру, и ему как партнеру. И комбинация очень интересная. Здесь личность во всех ее проявлениях, да? А здесь эго в движении. Да? Эго готовится двигаться, да? А здесь личность. Тоже как эго, тоже можно сказать. Это, ну, больше к эго. Личность, эго. Что ж, ваш путь к семье лежит через все-таки перемещение ваших личностей в другое место, в другой мир, в другое пространство. Вам лучше всего переехать вдвоем куда-то. Все-таки.
Причем к этому вам нужно прийти как бы по отдельности, а договориться уже вместе. И каждый из вас, выбачьте, каждый из вас должен радоваться тому, что эта идея подходит и вам, ну не должен, а может радоваться. Тут две руны вуньё, видите? И они как бы навстречу друг другу. То есть вас должна объединить какая-то радостная идея, которая подходит двум душам, двум личностям. И вы от этой идеи должны быть окрылены, ну станете окрылены, да? Вы почувствуете это как личности. И она будет вас толкать вперед. То есть идея, радостная идея, и путь к вашей семье – это совместная радость и движение к этой радости. И ну, она должна вас, по идее, окрылять. Слышите, идея, по идее, должна бы окрылять. В чем может быть между вами компромисс? В чем может быть между вами компромисс? Проверяем умеренность и эго, и объединение. Это как раз компромисс. Или какой компромисс может объединять ваши личности и ваши души? Все равно это цель. Это цель, это перемещение с того места, где вы находитесь. Это жизнь вместе, но не в этом месте. Слышите? Жизнь вместе, но не в этом месте. И преследование, компромисс в том, что вас должна объединять одна и та же цель. Все, это всегда цель и преследование цели. Ну и вы можете не стать спасателями друг другу, а вы можете помочь друг другу перенести себя из одной реальности в другую, чтобы не сгореть в этой реальности и не пропасть. Вам не нужно спасать один другого, но вам можно и нужно помогать друг другу преследовать свою цель и достигать свою цель. И даже если у вас цели будет одна объединяющая цель, но при этом у каждого еще своя в жизни, это не будет мешать вам быть вместе и спастись из той реальности, в которой вы находитесь. Это спасатель всегда. Хорошо, какая энергия может вас спасти? Энергия чего? Давайте вот эту руночку. Энергия радости, удовольствия, жизнь в кайф, наслаждение. Каждым днем, помните, я говорил, две руны вуньё навстречу. Одна так, но одна зеркально, да? Зеркально вот так. И каждый день ваш может превращаться в праздник, если вы преследуете одну и ту же цель. При этом еще и идете к своей собственной. Слышите, как интересно сегодня поток? Хорошо, а на какой компромисс вам ни в коем случае нельзя идти? Это то, что является компромиссом. Что не является для вас компромиссом? Что является той позицией кредо, именно вашего кредо, лично вашего кредо? Ну, для вас важно это партнерство. Возможен брак, но до него вам далеко, помните, я об этом говорил. И для вас важна честность и справедливость, и где-то может быть правда. То есть вы не потерпите вранья. Возможно, вы не потерпите, чтобы человек был женат или замужем, да. И все-таки это доверие, доверять друг другу. Что может вам помогать? Вот видите, руна это подпрыгнула. Что вам может помогать в этом? Какая руна вам может стать помощником? Руна света, руна ясности, руна знания, руна понимания, руна чистоты, откровения, мужской энергии и успеха. Но это богоносная руна всегда, помните об этом. И об этом лучше сказать сразу. Вот заявите о своем кредо. Я не потерплю такого-то, такого-то. То есть заявить человеку о том, на что вы готовы, не готовы идти. Окей, хорошо.
А на какой компромисс не пойдет он? Не пойдет он, ваш партнер. На какой компромисс не пойдет ваш партнер? Очень сложная карта в этом контексте. Ну, здесь, знаете как, либо он требовать будет от вас постоянного внимания, как ребенок, да, либо будет вас постоянно контролировать. Все, я больше ничего здесь не могу открыть себе, у меня нету никакого потока, исходя из тех карт и из того, что я услышал уже, то, что мне открылось. Поэтому на какой компромисс не пойдет он, ну, как минимум, он не сможет вас забыть и будет требовать и от вас внимания, и контролировать вас. Хорошо ли это или плохо, даже не знаю, решайте сами. Я вам сказал, что сказала, вы сами попробуйте отследить ощущения, ну, те ощущения, которые вы услышали, ну, после того, как я сказал. Давайте руну, да, ему дадим. Кано, здесь ясность тоже. Здесь он не пойдет на компромисс, где будет терять над вами контроль. Радуйтесь, не радуйтесь, но Кано это всегда понимание, знание, это близко к вашему, но здесь больше о каком-то доверии, открытости и знании вас. То есть это что-то с контролером, внутренним его контролером, который, может быть, сейчас скрыто страдает, но потом в будущем может проявлять себя по-разному. По-разному. То есть он должен вас постоянно видеть, слышать, знать, контролировать, и это может быть как хорошо, так и плохо. И на компромисс, где этого нет, он не пойдет. Он, может быть, даже должен знать все о вас для того, чтобы быть абсолютно спокойным человеком при этом. Хорошо, давайте дальше попробуем. Готов ли он вас добиваться? Ну, учитывая то, что мы посмотрели, но вот здесь вот лидерство. Готов ли он взять ответственность? Давайте все-таки хотя бы в перспективе. Или за что он готов взять ответственность на себя в перспективе, ваш партнер? То есть границы его ответственности. Здесь очень сложная тоже карта. Ох, и нелегкий у вас партнер все-таки. Я вам так скажу, это близнецы, и пока что вижу так. Он готов разделить эту ответственность на двоих, поэтому если вы мечтаете о том, что он возьмет всю ответственность на себя, не раскатывайте, как говорится, свою губу. Не возьмет он всю ответственность на себя, 50 на 50 это тоже очень неплохо. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, какая энергия его ответственности, насколько она сильна. На данный момент Ларгус перевернутый, и это очень о недоверии женщине и о неготовности брать ответственность вообще. То есть даже разделять ее на двоих. Ну, оно так и есть, исходя из контекста расклада, потому что сейчас ситуация такая. А мы заглядываем немножко в будущее, уже в радужное будущее, где мы уже находимся в слоях реальности, где у вас есть некая даже намек на семью, да, намек на сближение. Поэтому до этого нужно еще дойти, и вы будете видеть, да, как он будет проявляться. Стоит ли вам ехать куда-то? Ну, например, к нему. Или стоит ли делать первый шаг, извините, выбачаюсь. Стоит ли вам делать первый шаг навстречу ему, колесница? Переступать через свою гордость? Да, почему? Потому что вы ничего не теряете. И у вас руна Одина и 0, они, Один в первом месте. Да, вы можете делать это. Ваша гордость не пострадает. Какая руна вам поможет в этом? Давайте посмотрим. Вот эту возьмем. О, Атилла.
или Одал, или Атал. Это руна наследия и дара. То есть дух говорит так: сделай первый шаг навстречу, ты ничего не потеряешь и, скорее всего, приобретешь. Даже если ты что-то теряешь, ты обязательно получишь взамен. Можете наносить вот так ее себе. Если чувствуете тепло, то ваш первый шаг навстречу, возможно, даст вам позитивный результат. Давайте посмотрим, от чего вы должны освободиться для того, чтобы ваши отношения стали ближе, теплее, или перезагрузились, или вышли на новый уровень, или приносили вам радость, успех, результат и взаимопонимание. Что вам нужно сделать для того, чтобы это произошло? Ваши действия совместные. Не нужно молчать о чувствах там, где есть они. Нужно побольше движения и не бояться открывать себя. Какая руна может вам в этом помочь? То есть это энергия любви, энергия чувств и открытость. Рыба, и здесь открытая рыба. Рыцарь чаш. Рыбу здесь надо открывать. Какая руна может вам помочь? Наутис. Она не перевернутая у вас. Это возможно. Да, это страшно. Это может быть трудно. Это может быть впервые. Это может быть страшно. Но это придется делать. А иначе, как говорится, преодолеть скрытые линии и загадки судьбы у вас тогда не получится, если вы этого делать не будете. Что вам спешит сказать этот расклад? Почему вы здесь оказались? Для чего? Что вы хотите и должны здесь открыть? Вы должны открыть способ преодоления боли и преодоления разрыва. Возможно, это ваш личный разрыв, возможно, это боль и разрыв вашего партнера. Но вас сюда, на этот расклад, привела именно боль разрыва. Может быть раненое сердце, может быть пронзенное стрелой Купидона, а может быть силой яри от прикосновения и страсти, которую вы успели испытать вместе с вашим партнером. Какая руна вам поможет преодолеть эту боль и страдания? Руна Тивас. Но здесь Тивас перевернутый, а вам он нужен прямой. Поэтому если готовы преодолевать эту боль, поставьте на паузу. Можете нанести себе, опять-таки, эту руну, если вы не наносили другие руны, вот так вот пряменько, да. Ну, и здесь можно и так, без разницы, как вы ее нанесете. Она вверх, да, вот должна быть. И напишите священной руной Тивас: я ставлю цель себе преодолеть боль внутри себя и в мире своего партнера и объединить эти разбитые сердца в единое целое родственных душ. Ключ, замок, язык, амен, и да прорастет зерно любви и света, святых и светлых целей ваших родственных душ. Услышимося, побачимось, почуємось. Па-па.